Меня зовут Индира. Я родилась в городе Кокшетау, среди чистых озер и бескрайних просторов Казахстана. Моя душа впитала аромат степи, тепло домашнего очага и уважение к традициям. С малых лет я полюбила готовить, особенно сладости, что радуют сердце. Для нас, казахов, гость – это благословление. И я верю, еда – это способ делиться добром, историей и душой моего народа. Сегодня судьба привела меня в Болонью, в Италию. Здесь я несу с собой вкус родины и с гордостью представляю Казахстан. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу предложить вам рецепт универсального дрожжевого теста, который подойдет как для сладкой, так и для соленой выпечки. Мы испечем 2 хлеба, один с сыром, другой с шоколадной пастой. У меня джандуя, но вы можете использовать любую ореховую или шоколадную пасту. Также подойдет вареное сгущенное молоко. Тесто очень удобное в работе, а также его удобно использовать для тех, кто очень занят. Вы можете замесить тесто и оставить в холодильнике его до 5 дней. Из этого теста вы можете печь пироги, пирожки, рулеты и даже пиццу. В общем, все, что захотите. Нам понадобится 500 граммов просеянной муки, 9 граммов соли, 1,5 чайной ложки разрыхлителя или 6 граммов, 1 яйцо, 180 граммов жирного йогурта, можете использовать сметану, у меня греческий йогурт. 15 граммов свежих дрожжей, 120 граммов теплого молока и 1 столовая ложка меда. В молоке растворяем мед и дрожжи. Перемешиваем. И отставляем в сторону. Теперь в муку всыпаем соль и разрыхлитель. Теперь яйцо нужно будет соединить с йогуртом. Теперь объединяем все продукты и замешиваем тесто. Сначала дрожжи вливаем в йогурт, а затем в муку. Теперь замешиваем тесто аккуратно лопаткой до увлажнения муки. Тесто покажется неоднородным. Если будет очень сухое, можно добавить немножко молока. Затем можно домесить тесто руками. Теперь руками быстренько собираем тесто в один комок. Однородности добиваться не нужно. Тесто должно получиться мягкое, не липнущее к рукам.
the feeling that I find, like a sweet mountain breeze and a fragment of my mind. I said, darling, you are all I want for sure. Darling, you give me everything and more. I said, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you. Теперь накрываем и оставляем на расстойку на 2 часа. Если сразу же выпекать не хотите, то можно убрать тесто в холодильник и хранить его там до 5 дней. А когда соберетесь печь, нужно будет тесто привести в комнатную температуру. Через 2 часа вот так поднимается тесто. Теперь его нужно будет поделить на 2 части. Слегка обминаем и оставляем минут на 10. За это время подготовим формы. Я буду выпекать в 2 кексовых формах. Я смазала их маслом и застелила пергаментом. Для начинки у меня тут 100 граммов тертого сыра и 100 граммов пасты джандуя. Одну часть пока откладываем в сторону. Вторую будем раскатывать. Припыляем стол немножко мукой. Тесто. И нужно будет раскатать прямоугольник примерно диаметром 20 на 30 сантиметров. Распределяем начинку и сворачиваем в рулет. Защипываем. Теперь нужно будет острым ножом прорезать вдоль. Теперь перекручиваем. И формируем такую косичку. Укладываем в форму. Разравниваем. То же самое делаем со второй частью.
Накрываем и оставляем на расстойку минут на 40. Перед выпечкой взбиваем яйцо с 1 чайной ложкой воды и смазываем рулеты. Сырный я присыплю кунжутом. Это по желанию. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Give me everything and more. I said, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you. Slide talking, girl, you're walking circles through my mind. And it seems like every day just gets better when you're mine. When you love now and forever, from my hurt you are the cure. Like a spring you keep me healthy, with a substance that is pure. And I said, darling, darling, I'm feeling rich although I'm poor. I said, darling, in your arms I feel secure. Darling, darling, ooh, ooh, ooh. Выпечка получается необыкновенная. Йогурт придает пышность, влажность и изумительный вкус. Мякиш получается кружевной. Попробуйте этот рецепт. Надеюсь, что он вам понравится. Спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Чао.